Всем Hyundai, Mitsubishi, Konnichiwa, Суши, Аригато, Сузуки, да твою мои сладкие тядочки. Ну и Кунам тоже привет. Ах, вселенная Наруто. Как же я ее обожаю. Сериал пересмотрел не раз что первый, что второй сезон. И в игры про блондинчика играю уже давно. Сегодня мы поговорим с вами о... Хоть бы это выговорить. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Да, третья часть. Я уже делал обзор на первые две. Кто не видел, ссылки на обзоры найдете в описании. Третья часть вышла в 2013 году. Разработчики все те же Cyber Connect 2, а издатели Namco Bandai Games. И это первая часть серии, которая сразу вышла на ПК, а не просто была портирована со временем. Сюжет в игре все так же продолжается по аниме. Неожиданно, правда? В игре про Наруто сюжет из аниме про Наруто. Ну ладно, только полный придурок сделал бы игру по аниме и создал в ней совершенно другую историю. В первой части описывался весь первый сезон аниме, во второй — начало второго сезона вплоть до битвы с Пейном, а в третьей части сюжет начинается с момента после победы Наруто над Пейном и восстановления Конохи. Ну почти. Для начала нам покажут вьетнамские флешбеки Минато времен, когда он еще воевал и защищал село. Браво 3, Браво 3, Браво 6, дайте координаты, прием. Не могу, сэр. Они нас крепко прижали, они, блядь, на деревьях сидят. Успокойся, сынок. Я поддержу тебя огнем как можно быстрее. Сначала поставим дымовую завесу. Лейтенанта убили, радиста убили, я не знаю, где карта. Они повсюду, их здесь сотни. Я уже слышу, как они гыркают по-своему. А потом дальше по сюжету до 4-й войны Шиноби, включая замес с Мадарой и Фантомасом. Сделаем вид, что мы не знаем, кто это. Во всех подробностях рассказывать сюжет я не буду. Во-первых, потому что рассказывать в 10-минутном видео 24-летнюю историю, которая к тому же до сих пор продолжается, это занятие для сумасшедшего. Во-вторых, вы и так хорошо знаете сюжет. Ну а если ты не смотрел Наруто и не знаешь сюжет, то... это все, что я могу для тебя сделать. А в-третьих, сюжет все равно идет по манге. Кроме некоторых моментов, в которых есть битвы, которых не было в оригинале. Но это простительно. Все же это игра, и нам нужно не просто смотреть кат-сцены, но и бить ебаль. Однако это не все. В конце нас тоже ждет сюрприз. Игра заканчивается на том, что 5 Каге победили Мадару, и он вынужден отступить. Но не потому, что проиграл, а потому, что решил дать 5 Каге возможность восстановить силы к следующей битве. Какой великодушный ублюдок. И никого ни разу не смутило, что в оригинале Мадара смешал с дерьмом всех Каге, в придачу отметили в 1000 шиноби. Для него это была даже не битва, а так, парень одел тапочки и вышел на 5 секунд мусор вынести. Та же история произойдет и с Собита Фантомасом. Мы сломаем его маску. На что он сильно обидится и тоже отступит со словами вроде: «Сейчас я уйду, но вы не победили, это я вас пожалел просто, но когда я вернусь, вам конец будет, а сейчас не будет, но когда вернусь, точно конец будет, а сейчас давай мне свой конец». Вот. К сражениям никаких претензий нет. Они такие же яркие, красочные и про бешеную скорость. Никаких комбинаций из нажатия 326 кнопок не появилось. Арсенал наш остался прежний. Метательное оружие, предметы в сумке на баф, хил, чакру и прочее. Ниндзюцу, ульта и все остальное. Кроме одного но. Техника подмен. Теперь на ее использование есть лимит в 4 раза. Рядом с нашими полосками ХП и чакры появилась третья полоска подмены. Когда мы потратим все 4 попытки, подмену мы больше не сможем применить, пока полоска не заполнится. Она сама это делает со временем. К тому же техника работает всегда, и это невероятно круто. Потому что во второй части, чтобы использовать технику подмены, нужно было нажимать ее в такт атаки врага, что уже звучит как очень охуенная идея, так еще она расходовала чакру. Совсем немножечко. И компьютерный говнюк бессовестно использовал это против игрока. Все драки сводились к тому, что ты сначала минуты 3 пиздил воздух, потому что пока у врага есть чакра, ты по нему не попадешь. И только когда она заканчивалась, ты начинал его бить, если твое лицо еще было целое. В то время как ты почти никогда не попадал в такт атаки. Зато теперь техника работает всегда. Нажимаешь пальцем на Shift, срабатывает техника подмены. Нажимаешь другим пальцем на Shift, срабатывает техника подмены. Нажимаешь ногой на Shift, срабатывает техника подмены. Пернешь на Shift, срабатывает техника подмены.
Еще и туман напустишь, как настоящий ниндзя. А главное, что вы теперь в равных условиях, и компьютерный бот не будет тебя безжалостно насиловать, абьюзив подмену. Спасибо разработчикам за сохраненные нервы. Хотя, они у меня уже и так уничтожены. Вернемся к игре. В третьей части нам представят невероятную механику – выбор пути, от которого будет зависеть дальнейшее развитие событий. И уже в прологе нам это демонстрируют. Если мы выберем путь героя, то мы отправимся драться с Девятихвостым. Победив его, нас перенесет на бой с Человеком в маске. Если мы выберем путь легенды, мы начнем бой с Человеком в маске. На середине боя он напомнит про Девятихвостого и нас перенесет на бой с ним. Ну вы поняли. Плевать, что вы выберете, это ни на что не повлияет. Сюжет все равно будет идти по манге. В выборы лишь спрятаны дополнительные кат-сцены. День-два раза вот это упражнение делать, позвоночник не будет болеть. Например, если вы... Сука! Соберись, придурок! Например, если вы выберете путь легенды, то кат-сцену из пути героя вы не увидите. В основном ваш выбор повлияет только на сложность. Путь героя полегче, путь легенды посложнее. Вы также будете зарабатывать очки, делая выбор. Они нужны для прокачки снаряжения и разблокировки ячеек в сумках. Если раньше расходники особо не нужны были, то в этой части разработчики нас подталкивают их использовать. Есть снаряжение героя и снаряжение легенды. Геройское снаряжение защитное. Туда можно засовывать хилки, бутылки с чакрой, таблетки с бафом на защиту и все в этом роде. Легендарное снаряжение, наоборот, атакующее. Туда можно засовывать мешки с кунаями, бомбы. В общем, все атакующее. Хилки туда засунуть нельзя. Так что тщательно выбирайте снаряжение перед битвой. Если вы прошли всю игру по пути легенды, но очень очень хотите посмотреть геройские кат-сцены, то не нужно проходить ее заново. Давай по новой, Миша, все хуйня. Тут есть хроника Великой войны ниндзя. В ней вы найдете уже пройденные уровни и сможете перепройти любой. Находите уровень с выбором и наслаждаетесь. Хотел бы я еще что-то рассказать вам про эту игру. И расскажу. Ах ты, сука, кончай выебаться! У нас появилась возможность драться сразу с несколькими противниками. Не самое интересное занятие, конечно, но чтобы разнообразить игровой процесс, подойдет. К тому же есть прикольное добивание мини-боссов. В остальном, в принципе, все осталось по-прежнему. Та же коридорная каноха, такой же коридорный внешний мир. Да, он стал намного больше, поскольку сюжет охватывает мангу почти до самого конца, но механики-то остались прежние, и та же система QTE в битвах с боссами. Графика классная, сочная, вкусная. Анимация... Ну вообще. Она в третьей части прям как анимация из полнометражки. А в полнометражках анимации всегда лучше, чем в сериале. Потому что на полнометражку всегда выделяется больше бюджета, чем на одну серию сериала. Так вот в этой части представьте, что вы смотрите сериал с бюджетом полнометражки. Эпиком пропитано все настолько, что аж дух захватывает. Но я знаю, что вам еще интересно. Возможно, интересно больше всего. Да, персонажей, которыми можно поиграть в свободных боях, стало в 3 раза больше, чем во второй части. Здесь собраны вообще почти все персонажи сериала. И костюмов у них... завались. Можно Какаши одеть в стандартный костюм, можно в костюм Анбу, он ведь там был, помните? Итачи можно одеть в костюм Акацуки со шляпой, в костюм Акацуки без шляпы. Тоже в костюм Анбу времен, когда он еще жил в Канохе. Есть, конечно, еще много костюмов вообще никак не связанных со вселенной Наруто, и выглядят они как тряпки из секонд-хенда. Но они есть. Цунадо можно одеть в купальничек. Ух ты ж моя госпожа Хокаге. Я бы тебе показал свой шаринган. В общем, море кастомизаций. Музыка в игре... ну, она есть. Приятная, поднимающая боевой дух, пробивающая до мурашек. Стандартная нарутовская музыка, которая работает безотказно. Я обожаю эту игру. Лично для меня это один из лучших файтингов. МК и Tekken не идут ни в какое сравнение с ней. Возможно, в ней есть свои минусы, но я их попросту не вижу. Возможно, потому что я бешеный фанат вселенной Наруто. Но так или иначе, эта игра превосходна. И поиграв в нее, вы получите истинное удовольствие. А я получу удовольствие от ваших лайков и комментариев, что вы думаете о видео и игре в целом. А еще Цунадо в купальничке. Так, дети, давайте спать. Папе надо маме шаринган показать.